И-153, например, он вообще был, значит, такой для меня очень, как бы сказать, самолет с переживаниями. Началось с того, что, значит, на рулежке, фактически делая первую рулежку с подъемом хвостового колеса, произошло разрушение амортизатора. Вот. И после того, как амортизатор лопнул, хвостовое колесо заклинило в положении полностью данной правой педали. То есть меня тут же положило на крыло и начало под углом градусов, наверное, 30 сносить с полосы. Вот. Буквально, значит, вот доли секунд было на принятие решения. Я принял решение взлетать. Вот после того, как меня вынесло на поле, при всем при этом я успел, значит, прибрать немного газ, да, прибрав, уменьшив мощность двигателя, я понял, что меня переворачивает. Значит, я начинаю капотировать, тормоза неэффективны. Вот, буквально за 0,2-0,3, там, значит, за 0,8 секунд времени я успеваю прибрать газ, понять, что сейчас буду капотировать и вывести все на взлетный режим, и принимаю решение, значит, взлетать на самолете, потому что других вариантов не было. Меня уже снесло с полосы, но тормозить на грунте уже было, значит, невозможно. И таким образом, значит, я через 10 минут пребывания в самолете оказываюсь в воздухе. При всем при этом у меня заправка 70 литров, я спорил, значит, с инженерами, просил их заправить хотя бы литров там 150. 70 литров это на где-то 30 минут полета. Вот. На полосу сесть я уже не успеваю, она закончилась. Диспетчеров, руководителей полета на вышке нет. И при этом, значит, на методсовете института, когда мы проводили методсовет института по первому вылету, меня, значит, запугали, состращали истории с лахмистом, который, выполняя пробежку, рулежку, да, на самолете там А-40 Альбатрос, вместо пробежки, после уборки, значит, газа, у него верхнее расположение двигателя, он убрал мощность двигателя, создался кабрирующий момент, и самолет оторвался и полетел. И он был вынужден, поскольку все произошло в конце полосы, тормозиться он не успевал, и он был вынужден выполнить полет по кругу. За это лахмистого выгнали, значит, из Министерства авиационной промышленности. Вот эта история была мне несколько раз рассказана, как раз поскольку тогда был вот этот период, связанный с желанием заменить меня, как летчик-испытатель. Значит, я, напуганный всеми этими угрозами, оказываюсь в воздухе. Вот. Ну, естественно, так сказать, буквально через долю секунд я все осмотрел, успокоился, спокойно выполнил полет по кругу, зашел на посадку, как бы на глазах у, значит, серьезного директора тогдашнего института, серьезного Алексея Николаевича, у Бернса Владимира Андреевича, произвел посадку. То есть вот в «Чайке» я был в общей сложности там, ну, минут 20 на отработке, значит, запуска, выключения двигателя. Вот. После этого, значит, мне пришлось принудительно выполнить полет. Вот. Правда, потом следующие полеты выявили проблему, значит, связанную с шасси, например, да, то есть буквально подготовив самолет к следующему вылету, ну, вроде как первый полет уже мы слетали, без всяких рулежек, пробежек, мне пришлось на нем выполнять, значит, круги. И получилось так, что сесть я смог на полосу только с 7-го раза. То есть вот 6 раз я самолет подводил к полосе, притирал. Значит, как только самолет докатывался до стыка, значит, бетонных плит ВПП, тут же следовало, значит, небольшое, значит, воздействие силовое, он отделялся от полосы, и все переходило, значит, в прогрессирующий козел. Вот. Причем была тоже ситуация интересная, что диспетчер, так сказать, закричал в эфир, что, значит, он сесть не может, вот, на что мне пришлось его успокоить. Вроде того, что, значит, хватит, значит, тут нервничать, и так тошно, да. Вот. Ну и после этого я зашелся. Начали разбираться, оказалось, что при монтаже, значит, ребята перепутали входной жиклер, да, с выходным. То есть в амортизаторах есть жиклер, который, то есть есть система, которая гасит, принимает на себя удар. Вот там должно быть жиклер с большим диаметром, да, чем на разжатии.
То есть там идеология амортизатора какой? Он должен сжаться, но не разжиматься. А при монтаже ребята просто перепутали эти жиклеры. То есть поставили на сжатие с маленьким отверстием, да, а на разжатие с большим. Соответственно, он начал работать как пружина. Вот. Но вот это все они переделали. После этого мы залетали более-менее нормально. Залетали нормально, полетели на выпуск уборку шасси. Да. Это вот все «Чайка» была из 153. Работали в Евсино, приехала тогда съемочная группа, по-моему, «Крылья России». Вот у них, кстати, эти материалы так и остались, они нам их не дали. Залетаем на выпуск уборку шасси, убираем. Я убираю колеса. Значит, правое убирается, левое не убирается. Вот. Ну, хорошо, ладно, понятно. Значит, делаю повторный выпуск, чтобы сделать еще одну уборку. Ставлю кран на выпуск. Значит, левая встала на замок, правая не выпускается. Вот. Тут я 2 или 3 раза повторил эту операцию. На Як-52, там, по-моему, 1,5 у нас Саша летал. Они прошли, посмотрели, да, правую заклинило, значит, в убранном положении. А левая выпущена. То есть я не могу ни на живот сесть, значит, ни на 2 колеса. Вот. И уже там после 4-й попытки я уже начал обдумывать, как садиться там на одну стойку. Вдруг неожиданно, значит, вываливается правое колесо. Вывалилось, встало на замок, я прошел, посмотрели, визуально вроде все стоит. Вот. Сигнализация срабатывания замков не работала, отказала. Вот. После этого зашел на посадку, на повышенной скорости сел, чтобы, если чего, уйти на второй круг. Ну, вроде колеса, значит, не подвели. Вот. Как впоследствии, значит, Владимир Андреевич Бернс нам пытался объяснить, они сами так и не поняли, почему, значит, стержень толщиной порядка там 6 или 8 миллиметров металлически лопнул. Да, и именно благодаря тому, что этот стержень лопнул, колесо вышло. То есть, если бы он не лопнул, это не произошло. Хотя по нагрузкам и усилиям, вот Владимир Ильич, значит, сам говорил о том, что, значит, там не было таких механизмов, которые создали бы это усилие. То есть до сих пор осталась загадка, почему, значит, этот стержень лопнул. И 153, на мой взгляд, уже был сделан как бы более добротно. Если 16 это топорное решение задачи, это шасси с лебедкой, но это моноплан, это, собственно говоря, новая века или эра в истребительной авиации. То есть 153 это самый доработанный и продвинутый биплан. То есть у него совсем другая приборная доска. Там уже чувствуется, что работали над тем, чтобы летчику было удобно и пилотировать, и работать с механизацией. Значит, уже механическая уборка, вернее, воздушная пневматическая система уборки шасси. То есть там все было очень так продумано. Но вот уже приборная доска имеет другую механизацию, она разделена на 3 группы, на 3 части. Приборы уже все систематизированы. И, в принципе, в И-153 можно было уже так хорошо работать. Плюс получше обзор, плюс биплан – это совсем другой диапазон скоростей. На И-153 вот мне удивило, что он спокойно выполняет полеты на скорости 60 км в час, да, то есть он фактически это маленький Ан-2, по сути. У нас, кстати, ездит фотография, где они стоят рядом, но это как бы точная копия, только уменьшенного размера самолета Ан-2 или наоборот. Поэтому в этом плане этот самолет менее строгий по технике пилотирования. Он может сделать вообще фактически выполнить вираж вокруг хвоста. Конечно, парусность повыше, у него проблемы, например, с боковым ветром, сложно садиться. Боковая составляющая там была, по-моему, метра 3 или 4 мы делали. На И-16 можно до 7-8 метров. Поэтому вот такой скоростной диапазон, конечно, ему позволяет выполнять, например, виражи, петли совсем на других скоростях. Вот. В связи с этим, ну, вот, на мой взгляд, И-153 он более маневренный, чем И-16. Но большой мидель не позволяет ему быстро, значит, разгоняться.
Несмотря на то, что скорости действительно у него максимальные, тоже мы летали 420, по-моему, 450. Но, тем не менее, если, значит, на скоростях за ним будет гоняться И-16, он догонит И-153. А И-153, значит, И-16 догнать уже так быстро не сможет. Поэтому вот И-153 это самолет такой ближнего боя. У него непростые характеристики, значит, штопорные сваливания. То есть один виток он делает хорошо, второй виток он уже имеется, так сказать, тенденция к переходу в плоский штопор. С третьего витка он уже фактически начинает уходить в плоский штопор. Причем, значит, просто педалью и ручкой самолет из штопора не вывести. То есть необходимо добавлять обороты. После появления обдувки все останавливается, и он переходит в нормальный режим полета. Это тоже вот была своеобразная особенность, потому что ну, надо тоже хорошо понимать, что делая этот штопор, в случае, например, если, не дай бог, чихнет двигатель, опять же, мы возвращаемся к теме, что можно потерять самолет, который никогда больше уже не будет восстановлен. Вот. Хотя вот с точки зрения посадки, конечно, посадочная скорость на И-153 уже, скорость приземления, я имею в виду, где-то порядка там 100-110 км в час. То есть на посадке этот самолет очень себя хорошо ведет. Под крыло видно очень хорошо, обзор у него хороший. Большая такая особенность у него путевая неустойчивость. Вот, с ней я сильно столкнулся. Вот наличие вот этой чайки впереди, перед, значит, центром тяжести, малейшее скольжение тут же вызывает, то есть у него своеобразный киль впереди находится, и малейшее скольжение влево или вправо тут же вызывает, значит, интенсивное отклонение от направления, причем на любых скоростях. И летчики-испытатели военные эту особенность отмечали, что на нем на большой скорости очень сложно прицелиться, его постоянно вводит.